Дикие кошки. Скрытные, ловкие и чрезвычайно умелые охотники, которые способны выслеживать и настигать даже самую осторожную добычу. Эти бесстрашные хищники регулярно оттачивают свои смертоносные тактики охоты от изнурительных засад до невероятных прыжков. Посмотрите, на что способны такие шустрые и расчетливые животные. Дикие кошки в действии. Рысь пристально высматривает добычу. Наконец, увидев зайца, она незаметно подкрадывается к нему. Резкий прыжок, и заяц моментально оказался в зубах дикой кошки. А этой кошке бросили еду. Обратите внимание на то, какая у нее развитая прыгучесть. Дикий кот прекрасно лазает по деревьям, и в этот раз он решил устроить засаду на самой верхушке. А вот и потенциальная добыча, которая еще ничего не подозревает, но сперва к ней нужно незаметно подобраться. Кот облизывается и понимает, что это его шанс, который нужно использовать. И вот настал момент решительных действий, в которых не должно быть ошибки. Удача вместе с мастерством охоты почти всегда приносит позитивный результат. Насытившись, хитрый кот вернулся за второй порцией. Даже вода не является преградой на пути к цели. Крепко схватив птицу, по ходу появилась возможность поймать вторую, но удержать два объекта одновременно очень сложно. Несмотря на это, охоту можно считать успешной, учитывая то, что у хищника всего один действующий глаз. Львицы напали на антилопу, которая сперва увернулась, но все же была поймана свирепыми кошками. В паре эти хищники работают безупречно. Рысь напала на маленького козленка, но мать вступилась за детеныша и лишь ненадолго отогнала хищника. А так дикие кошки ловят птиц, которым иногда удается вырваться из когтистых лап. Перед вами виверовый кот-рыболов, который отличается тем, что прекрасно ловит рыбу и хорошо плавает. Этот хищный ныряльщик редко промахивается, питается в основном рыбой и ракообразными, а иногда птицей. Спокойно прохаживаясь по газону, цапля совсем не ожидала, что будет атакована рысью. У перепуганной птицы совсем нет шансов вырваться. Дикий кот устроил засаду и выжидает подходящего момента, чтобы напасть на ничего не подозревающего кролика. Подкравшись на короткую дистанцию, кот начинает атаку, и у него есть всего несколько секунд, чтобы догнать жертву, ведь кролики очень гибкие и проворные животные. В итоге когти достигают своей цели. Эффект внезапности сыграл важную роль, и добыча оказалась в зубах. В погоне за добычей каракал может прыгать более 4 метров в высоту. Чтобы так высоко прыгать, каракал использует свои мускулистые задние ноги. Замаскировавшись в траве, сервал выслеживает цесарку, но поймать ее сложно, несмотря на то, что прыжок этой дикой кошки достигает 3 метров в высоту. Эти дикие охотники восхищают своим умением охотиться и ловко настигать добычу в прыжке.
Камере удалось запечатлеть бегство белки от хищника, но неизвестно, каким был исход, ведь кошки превосходно лазают по деревьям, и не всегда грызунам удается скрыться. В одном из городских парков была замечена встреча рыси с хвостатой попрыгуньей. А это леопард, который, охотясь, может совершать прыжки с немыслимой высоты и очень удачно приземляться, совершая успешную атаку. Леопард – очень умелый и эффективный охотник, за которым интересно наблюдать. Неспроста рысь называют мастером засады, ведь у нее молниеносная реакция. Куница напала на леопардового кота, но его силы и ловкости недостаточно, чтобы противостоять этой зверюге. В заснеженном лесу выследить зайца проблематично, ведь у этого прыгуна прекрасный белоснежный камуфляж. Когда добыча обнаружена, то нужно суметь ее догнать. Преследуя жертву, рысь способна развивать скорость до 50 км в час, но по глубокому снегу передвижение существенно замедляется. На камере видно, как дикий кот залез сперва на забор, при этом очень принюхивался, после чего он запрыгнул на крышу здания. И всего через несколько секунд появился, но уже с голубем в зубах. Практически то же самое и на этой записи, только здесь уже львица, которая через мгновение вернулась, но с собакой в пасти. Гуанако. Отличная цель для пумы, которая без раздумий бросилась в атаку, но одолеть это животное не так-то просто. Посмотрите, какое яростное сопротивление и сколько нужно силы, чтобы победить в схватке. Гуанако хорошо приспособлен к горным ландшафтам, он обладает отличной ловкостью и выносливостью. Но ставка высокая, и в случае успеха пума будет обеспечена питанием на длительное время. Победа за пумой. Способность фокусироваться на движущемся объекте рысь использует во время погони и маневрирования. Проявляя интерес, дикая кошка должна соблюдать осторожность, ведь соперник может быть в разы сильнее и коварнее. В темноте ночные охотники хорошо видят и легко замечают даже небольшие движения. Приблизившись к хищнику, косуля почувствовала угрозу и не растерялась. Каракал очень красивое и умное животное, он идет на водопой, зная, что там скапливаются птицы, а значит, есть шанс поймать добычу. Он бывал здесь уже не раз и действует словно по наработанной схеме. Атаки каракала четкие и эффектные, а особенно в прыжке. Леопард пытается вытащить бородавочника из норы, но вмешалась гиена, думая, что у леопарда началась трапеза. Такой поворот событий позволил бородавочнику уцелеть. Стая попугаев регулярно употребляет глину, и скапливаясь в одном месте, они становятся объектом для охоты. Лесная камера зафиксировала нападение рыси на косулю, которая находилась возле кормушки. Удивительно то, как этой кошке удалось так близко подобраться и быть незамеченной.
Такой кошке, как ягуар, абсолютно все равно, откуда нападать, будь то скала или крутой обрыв. Самое главное, чтобы нападение было внезапным, а остальное дело техники. Рысь схватила косулю и, несмотря на крутой склон, переворачиваясь, ничуть не отпустила свою добычу. Вот такие, эти бесстрашные кошки, умелые охотники животного мира. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.